Всем привет, это канал Nomad Max. Снова выйдя за рамки привычного, я решил переночевать на крыше в центре города. Я взял палатку, спальный мешок и, конечно же, продукты для ужина и завтрака. Незаметно пробрался на самый верх здания, и все это для того, чтобы поделиться с вами этой атмосферой ночного города и романтики, а также красивым закатом и восходом солнца. Сегодня я решил выйти из зоны 4-звездочного комфорта и попробовать заночевать на крыше офисного здания. Здесь растут деревья, наверное, есть своя флора и фауна. Эту крышу давно не приводили в порядок, и вот сейчас пригнали сюда кран высотой с 9-этажный дом. Сейчас видно, что здесь происходит демонтаж, разбирают старые конструкции. Но та часть крыши, на которой я собираюсь ночевать, выглядит поприличнее. В этом бизнес-центре находятся крупные нефтяные компании, а также различные офисы. А это здание банка. Вот такой вид на вечерний город. Чуть позже я попробую снять таймлапс ночного города. С другой стороны находится бизнес-центр, и он соединен с этим зданием каким-то коридором. Работники офиса собираются домой. Вот такие вот стеклянные блоки говорят о том, что это здание было построено в советское время. Однако изобретателем стеклоблока является американец Джеймс Пенниквик, который запатентовал его еще в 1885 году. Но в этом районе есть и современные дома, и здания, так что здесь смешанная архитектура. Посмотрите, какая красивая вечерняя заря. Сегодня ночью ожидается температура 8-10 градусов. Думаю, мне не будет холода. У меня хороший спальник. Самое главное — это почувствовать свободу, полюбоваться ночным городом, небом и звездами. И иногда нужно выйти из суеты и комфорта и сделать что-то необычное. Настало время ужина. Я взял с собой такую горелку, подогрею ужин и поставлю чай. Я решил попробовать вот такой вот корейский тунец с острым перцем. Вкуснятина. Обалден. Сейчас я вам покажу место моего ночлега. Вот такая вот надувная подушка, хороший спальный мешок, а под ним мягкий туристический коврик. Вот так я вот неплохо устроился. Здесь довольно тепло. Спокойной ночи. Увидимся утром. Сейчас 12 градусов, немного ветрено, но ничего, я думаю, ночь пройдет нормально. Ребята встали посреди дороги, открыли окна и общаются. Наверное, давно друг друга не видели.
Всем доброго утра, начинается новый день, солнце встало, буду готовить завтрак. Нужно немножко посолить. Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью омлет. Вот и все. Мой завтрак готов. Будем пить кофе, кушать баурусаки с яичницей и наслаждаться вот таким видом. Ни в одной гостинице такого вида нет. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Светит солнышко. Жизнь прекрасна. Мое кофе почти готово. Люблю делать его сам, на огне, медленно помешивая. И сейчас буду его пить и наслаждаться вот таким видом. Это моя первая ночевка на крыше. Это было что-то среднее между сном и бодрствованием. От избытка свежего воздуха я спал не так крепко. Возможно, это зависит от того, если мы останавливаемся на новом месте, наш мозг, кажется, проводит первую ночь в режиме наблюдения. Пока одно полушарие засыпает, другая половина мозга остается на ночном дежурстве. Но я не чувствую себя не выспавшимся. Это было немножко странно, но оно того стоило. У настоящего любителя приключений должны быть обязательно эти вещи: спальный мешок, палатка и подушка. На крышу пришли работники, и я не знаю, о чем они думают, увидев меня. Что этот турист делает на крыше? Надеюсь, они не позовут охрану, ведь я ничего плохого не делал, а лишь снял видео для моих зрителей. И я покидаю это отличное место. Возможно, я не следую правилам и не спрашиваю разрешения, но все, что я хочу, это исследовать окружающий мир и делиться им с вами. Как вы думаете, нужно ли нам иногда выходить из ежедневной рутины и делать что-то необычное? Начинается новый день, люди спешат в свои офисы и рабочие места, а я спускаюсь по пожарной лестнице этой крыши на землю. Когда люди спали в своей постели, я провел здесь всю ночь до утра, наблюдал закат и восход солнца. И это было великолепно, и оно того стоило. Это зрелище никогда не наскучит. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие интересные ночевки были у вас. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет интересно.